Мы создаем искусственную среду. В городах и селах восхищаемся красотой собственных творений, но неосознанно и здесь оставляем свой след. Просто то, что использовали, забыли забрать с собой, просто оставили. Мы, как боги, мы творцы мусора. И если в городе есть своя служба, чтобы собрать брошенное и очищать город, то что же за его пределами? Мы уже привыкли к мусору. Он вошел в наш быт, в каждый наш день. Большинство из нас воспринимает мусор как обычную составляющую окружающего ландшафта. А может, большинство из нас не воспринимает окружающий ландшафт без мусора? Но нормально ли это? И все же, что такое мусор вне города и где он? И сколько его? И как он влияет на животных и растения, и на нас, людей, его создателей? Каспийское море – самый крупный континентальный водоем на земном шаре. Только от того, что оно океанического происхождения и крупных размеров, считают его морем. Но по определению Каспий – это озеро, поскольку прямого соединения с океаном не имеет, да и не вытекает с него ни одна река. Ранее Каспий был знаменит рыбными богатствами. Здесь водится более 130 видов рыб. Кто не знает, что 90% всей черной икры на планете получались от осетровых рыб Каспийского моря? Теперь былых богатств нет, и 5 прикаспийских государств озабочены, как сохранить осетровые виды. Но один вид, относимый также к рыбным ресурсам, но рыбой не являющийся, никому не интересен, и никому не нужен, и нет дела до него. В реальности, если не считать, что занесли его в Красную книгу Международного союза охраны природы. А раньше его нещадно добывали, пускали на ценные шкурки для модных шапок и воротничков и топили с него жир, делали с которого мыло и использовали в целебных целях. Пользовались беспредельно и получали выгоду, как могли. В конце концов, низвели почти до полного исчезновения. Это Каспийский тюлень. Единственное морское млекопитающее Каспия. До конца еще не изученный вид. Он был здесь рядом, лежал на пляже. Теперь его годами надо искать, чтобы только увидеть. Такая оказалась судьба рыбного ресурса, рыбой не являющегося. Скажете, при чем тут мусор и тюлень? Вот и об этом наш фильм. Но кто мы? Одни из нас живут постоянно на берегу Каспийского моря, мы – местные жители, другие – исследователи. Живем за 2000 километров от моря,
но вот уже много лет бороздим его просторы. Сохранение Каспийского тюленя – наша цель. Каспийское море может встретить тебя по-разному. Может дать вслушаться в тихий закат, встретить тихий рассвет, помолчать и что-нибудь шепнуть и подсказать. А может испытать и бурей, и сносящим ветром. Море приглашает к себе, живет вместе с тобой и помогает тебе. А можно на море быть, можно просто отдохнуть и от своих проблем забыться. Можно море просто считать чем? Местом отдыха или свалкой всего того, что привезли для отдыха и оставили здесь же на берегу. Как видим, для многих место отдыха и свалка – это одно и то же. Это все Каспийское море. А на свалке встречается все, что угодно. Давайте посмотрим. Лучше без слов, без лишних слов. Ведь слова хорошие вряд ли можно подобрать, видя все это на берегу Каспия. Отдельной категорией мусора являются рыболовные сети. Рыболовные сети, сетуют рыбаки, стоят дорого. Но почему-то хозяева или просто другие рыбаки, нашедшие эти сети, не удосуживаются их подобрать и продолжать использовать. Так почему? Не потому ли, что рыболовство – доходное дело и покрывает расходы на неоднократное приобретение сетей, не затрачивая время на их распутывание и ремонт? Не потому ли, что половина брошенных сетей относится к аханам, то есть имеют крупную ячею, более 10 сантиметров, и предназначены преимущественно на отлов запрещенных к лову осетровых рыб? И не потому ли, что подавляющее большинство сетей с меньшей ячеей относится к сетям из синтетических мононетий, которые отличаются хорошей уловистостью и низкой стоимостью, нежели сети из многожильного капрона? Сети из мононетий малых ячей именно поэтому запрещены к использованию в Казахстане. Их нельзя многократно использовать. Они хорошо ловят, но быстро рвутся, и из-за низкой стоимости их выгоднее оставить в море или выбросить на берегу и купить новые. И выставленные, и брошенные сети представляют огромную угрозу жизни каспийских тюленей в море. Тысячи тюленей погибают ежегодно, запутываясь и травмируясь в этих сетях. Тысячи. И сети – одна из основных бед каспийского тюленя. Так сколько же этих сетей? Мыс Тюб-Караган, с казахского смотрящий вглубь, глубоко вдается в Каспийское море, встречает и провожает ветра, обдуваясь со всех сторон. С него открывается великолепный вид на море. С него уходили когда-то корабли и лодки для добычи тюленя. Теперь на его оконечности расположен крупнейший порт Баутино, а побережье мыса представляет собой красивейшие песчаные пляжи с небольшими и причудливыми бухтами, окруженными скальными породами. Это излюбленное место рыбаков и отдыхающих. И мы решили узнать, какие следы оставляют человек рыбачащий и человек, отдыхающий на мысу. Мусор был на каждом шагу.
Мусор был разнообразен. Мусора было много. Мы все собрали и все вывезли. Шесть с половиной тонн пластиковых и стеклянных бутылок, битого стекла, полиэтиленовых пакетов, шин, подгузников, окурков, бумаги и всего другого. Вдоль побережья уборка совершена на протяжении 55 километров шириной от 50 до 100 метров. Каждый километр пути имеет 120 килограммов мусора. Это не считая брошенных на побережье рыболовных сетей, объем которых дополнительно составил еще 3 тонны. На каждом километре побережья полуострова Тюб-Караган находилось 8 сетей. Побережье Каспия словно гирляндой опутано ими. Всего собрано более 400 сетей и связок из них. Почти в каждой 10-й сети обнаружены останки запутавшихся тюленей. И не потому ли и выносятся брошенные дорогостоящие сети на берег, поскольку несут они распухшие трупы тюленей? Неприглядная вырисовалась картина. Может, просто отгородиться от мусора? Создать хоть кусочек берега и моря без мусора и брошенных сетей? Создать хоть видимость нашего благочестия к Каспию и тем очистить нашу совесть? Но мусор формирует свою глобальную экосистему. Он не исчезает, он распадается и растворяется, поглощает биосферу и создает свою сферу, сферу отходов, к которому надо приспосабливаться всему живому, мусоросферу. Рыболовные сети из капрона и синтетических мононитий, полиэтиленовые пакеты, другие пластиковые материалы могут разлагаться десятки и сотни лет в процессе, загрязняя почву и воду. Пластиковый мусор под воздействием температуры воды и солнца
постепенно разрушаясь, превращается в микропластик. Микропластик далее рассеивается и попадает в грунт и воду. В каком виде и сколько его в Каспийском море и в прибрежье — в этом цель моих исследований. Очень мало сведений о влиянии микропластика на здоровье животных и человека. Это большая научная задача, которую призвано решать на уровне международных организаций и национальных правительств. Но мы на примере небольшого участка Каспия увидели, насколько много мусора нас окружает. И этот мусор не принес кто-то. Мы ежедневно и ежечасно сами повинны в его создании и распространении. И даже там, где мы считаем существует естественная природная среда, дикая природа, мусор присутствует в огромном объеме. От него гибнет живое. Каспийский тюлень тому пример. От него гибнем мы сами. За порогом своего дома наш дом увеличивается в размерах. Он охватывает улицу, село, город, озеро, море, океан и всю планету. И нам надо жить разумно, научиться жить разумно. Пришло время жить разумно. Следует жить разумно. Прошли 7 километров и собрали 2 мешка. Эти сети, если в море остаются, обязательно в нее могут запутываться тюлени. Огорчило то, что наше население не воспринимает нашу экологию как таковую всерьез. Оказывается, все живем просто на мусоре, и это уже просто свалка какая-то. Я хотел увидеть живую тюленя. Вот, хоть я сколько здесь живу, я ни разу не видел. Ну так вот, живую. Мне много рассказывали, что там кто-то их видит часто. И все пытался найти этих тюленей. Но находились только гости. Вот, иногда прям бедных тюленей просто так где-то браконьеры убивали. Вот. Не знаю, живого так я и не увидел. Мы, которые местные, всегда стараемся убирать, потому что ты знаешь, это твое родное, надо заботиться о нем. Некоторые так, наверное, не считают. На все это смотришь, конечно, печально.